ВСУ сорвали наступление на Запорожье, когда в Беларуси отключат интернет, и Лавров, который решает, на сколько частей поделить Украину. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Нужно стрелять в лучника. Полигон, с которого была запущена ракета «Орешника», атакован. Есть такой интересный момент, что эта игра становится все более опасной для самого Путина. НАТО собирается придумать ответ России, а охранник посольства шпионил сразу на 2 страны. Это придает ему довольно уникальный и особенный характер. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Добрые, но неизвестные беспилотники атаковали полигон, с которого россияне запускали свою якобы экспериментальную ракету «Орешник». Ракетный полигон Капустин-Яр в Астраханской области, откуда Россия запустила по Днепру новую баллистическую ракету, утром 21 ноября подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал Астра со ссылкой на свои источники. Собеседники канала утверждают, что как минимум 2 дрона достигли цели и нанесли удары по 105-й площадке полигона, несмотря на попытки российских систем радиоэлектронной борьбы и ПВО их перехватить. По заявлению главы региона, часть беспилотников была подавлена РЭП или сбита, а при падении одного из них якобы возник пожар, который не привел, конечно же, к значительным повреждениям. По информации Астра, полигон Капустин-Яр уже подвергался атаке беспилотников ранее, 9 июля 2024 года, но интересно также и то, что в это время эксперты и оппозиционные российские медиа следили за Путиным и отметили одну очень важную деталь. 14 дней, агентство, так называется агентство, 14 дней, как Путин исчез, что это самый большой перерыв в появлении Путина на людях за время войны. За 3 года он никогда не исчезал на 14 дней. Он последний раз появлялся перед нами на Валдайском форуме. Помните, какой был бодрый, как жил, как дышал, и исчез. Теперь через несколько дней мы можем подытожить, получилось ли у Путина напугать всех своим полуядерным экспериментальным чудом. Судя по всему, угрозы не удались, но это не значит, что не будет других. Есть такой интересный момент, что эта игра становится все более опасной для самого Путина, который сейчас отчаянно блефует, пытаясь добиться своих целей. Он сам залезает в ситуацию, в которой западные партнеры могут его поймать на этом самом блефе. При этом, если он выполнит свои угрозы, то, чем он, в общем, собственно, угрожает и Западу, и Украине, и всему миру, то, знаете, по сути дела, он угрожает сейчас что сделать? Поджечь казино, то есть использовать ядерное оружие. То, я думаю, его накажут за это южные и восточные партнеры, которые сейчас очень внимательно, но издалека следят за всей этой игрой. Но кроме того, выступление Путина должно было показать, что ситуация серьезная с разрешением на использование дальнобойных ракет по территории РФ. Но тут и кроется самый главный и интересный парадокс. Когда разрешили бить в глубину России, там Брянская область, Курская область, это истерика, но раньше Украина била по оккупированной территории, которую в России внесли в Конституцию как российскую. То есть, таким образом, Путин фактически признает, что вот это фейк. Если Украина наносит удары по Крыму, по оккупированной части Донецкой области, то Россия не признает это российское. И вот это достаточно интересный момент. Украинские силы обороны сорвали масштабное наступление россиян. Согласно источникам издания НВ в Вооруженных силах Украины, российские войска планировали наступление на запорожском направлении, перебросив туда 2 дивизии. Но из-за украинской операции в Курской области одна из этих дивизий была направлена на север. Несмотря на это, угроза российского наступления на запорожском направлении остается актуальной. Кроме того, российские силы продолжают растягивать линию фронта, чтобы помешать украинской армии сформировать наступательные группировки. Лукашенко заявил, что в 2020 году интернет в Беларуси отключался с его разрешения. Он пояснил, что такие меры принимались ради защиты страны в условиях кризиса. Лукашенко пригрозил, что в случае повторения событий 2020 года интернет будет отключен полностью. Я-то должен это понимать. Не вы-то, ваши родители меня для этого избрали.
И я вот взвешиваю, думаю, чтобы страну сохранить, да плевать там на 2 часа или на час, мы этот интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом. Ранее председатель Центра избиркома Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что власти не планируют отключать интернет во время предстоящих президентских выборов. Карпенко рекомендовал гражданам использовать официальные источники информации, такие как сайты, мессенджеры, ЦИК, чтобы избежать манипуляций. Совет Украины-НАТО соберется в экстренном порядке по инициативе Украины из-за российской ракетной атаки. Основной темой обсуждения станет применение России экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по городу Днепр. Но что может решить НАТО в этой ситуации? Какие решения могут принять страны Альянса? Об этом мы спросили у эксперта. Любые механизмы НАТО, они задействуются в случае, если происходит нападение на территории страны НАТО. Украина страной НАТО не является, и в этой связи мы просто обменяемся информацией, нам выразят еще одну обеспокоенность, но все НАТО, включая США и примерно все другие страны, они декларируют на протяжении почти уже всех 3 лет, что, соответственно, они хотят не допустить столкновения ядерных держав, столкновения непосредственного НАТО и Российской Федерации. Собственно говоря, в риторике РФ то, что они противостоят НАТО, звучит постоянно. В риторике НАТО никогда такого заявления не звучало. И более того, например, формат «Рамштайн», он как раз и был сделан для того, чтобы в одном предложении о поставке вооружения и НАТО не звучало эти 2 формулы, 2 эти сущности. Поэтому вот на сегодня, думаю, прорыва никакого не будет. Заседание пройдет в штаб-квартире НАТО на уровне послов. Ранее, 21 ноября, воздушные силы Украины сообщили о применении России межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру. Лавров решил Украину поделить и никакую из частей не отдавать злому НАТО. Но в целом, говорит, когда от Украины останется какая-то часть, можно попытаться договориться. Где логика? То вы говорили, что прием в НАТО гарантирует тебя от нападения, а то сейчас мы на всех будем нападать. И, понимаете, это та же абсолютно конфронтационная логика вбивается в головы обывателей. А потом под эту сурдинку принимаются решения еще 10 миллиардов дать Украине, еще военный бюджет увеличить. А население затягивает пояса. Об этом глава МИД РФ заявил на встрече с молодежью Беларуси. Скорее всего, он пытался донести какой-то парадокс, объяснить, но размахивал микрофоном так, что, наверное, запугал и запутал всех еще больше. Российский рубль резко упал. За доллар просили 103 рубля, а за евро 107. И это по российскому курсу, который заметно отличается от нормального. Российские медиа отмечают, что это максимум с марта 2022. В целом, падение рубля легко объясняется дополнительными угрозами со стороны Путина. Вроде и те правы, что высокая ставка замораживает экономику, и другие правы, что снижение ставки приведет к гиперинфляции. Здесь такой большой слон в комнате, о котором они все предпочитают не говорить. Это война. Что если ее закончить, если вывести войска из Украины, если выплатить Украине компенсацию ущерба, выдать военных преступников, если Россия выйдет из международной изоляции и исчезнет этот навес военных расходов над экономикой, то все очень быстро нормализуется. В Норвегии был арестован 20-летний молодой человек, его обвиняют в шпионаже, он работал охранником в посольстве США в Осло и подозревается в передаче секретной информации российским и иранским властям. Обвиняемый признал факт сбора и передачи данных, но отрицает свою вину в шпионаже. Ему грозит до 10 лет лишения свободы в случае признания виновным. Сейчас правоохранители заявляют, что информация, которую передавал охранник, может нанести существенный ущерб национальным интересам. Это очень серьезное дело. Это обвинение, которое содержит как серьезную разведывательную деятельность, направленную против государственной тайны, так и другую разведывательную деятельность, которая может нанести вред другим государствам. К тому же, похоже, что эта информация была передана 2 государствам — и России, и Ирану. Это придает ему довольно уникальный и особенный характер.
Польша приглашает Словакию присоединиться к строительству Восточного щита, а в первой половине следующего года подпишут соглашение о сотрудничестве в производстве боеприпасов. Кроме того, польское правительство подписало письмо о намерениях с отечественными компаниями для производства нитроцеллюлозы и многокомпонентного пороха, необходимых для изготовления боеприпасов. Продуктивные мощности Словакии намного выше, чем в Западной Европе, чем в любой другой стране этого региона, по моему мнению, и Польша может участвовать в этом и быть общим лидером в производстве боеприпасов, если воспользуется этим опытом. Ранее Польша объявила о планах инвестировать 3 миллиарда злотых, это около 750 миллионов долларов, в увеличение производства боеприпасов, чтобы обеспечить достаточные запасы на случай возможного нападения со стороны России. Особое внимание уделяется расширению производства крупнокалиберных боеприпасов для укрепления потенциала польских вооруженных сил. Но почему на такое соглашается Словакия, которую мы уже давно называем пророссийской? И как будет выглядеть этот восточный щит, если он задумывался именно на границе с РФ и Белоруссией, чтобы защититься от нападения оттуда? Мы спросили об этом у эксперта. Дело в том, что европейские государства, они свою безопасность мыслят не на 2 месяца или не на 2-3 недели, как незабвенный Алексей Николаевич говорил у нас. Они мыслят ее на десятилетия, и в этой связи границы, соответственно, должны быть под охраной серьезной. В том числе и у Словакии есть обеспокоенности в связи с деятельностью РФ, которая, как мы считали, не должна была развязывать войну на территории Украины, которая самая большая, начиная с 1945 года. И Польша, кстати, в этом смысле, она также на протяжении, наверное, последних лет 10 она берет курс на построение суверенных вооруженных сил. Современный мир, к сожалению, он отходит уже от идеи, что демократии между собой не воюют, что, соответственно, необходимо так или иначе вкладываться в свою безопасность. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.